Меня зовут Юлия Чурилова, я из Новосибирска, это центральная часть России, Сибирь, и я всегда люблю говорить в каких-то международных компаниях, а, что я из Сибири. Это большой город, третий по величине по населению в России, и в нем очень много театров, а, гораздо меньше галерей. Ну, в общем, из искусств можно сказать, что наиболее развито, наверное, театральное искусство. И там больше 10 лет здесь, да, я занималась независимыми проектами, фестивалями, лабораториями театральными, старалась поддерживать и курировать молодых режиссеров, создавать какие-то коллаборации между режиссерами и художниками. И это все носило проектный временный характер. А, ну, надо сказать, что в России можно говорить о монополии государственного искусства, как бы частных некоммерческих проектов, работающих системно, долго и стратегически очень немного, в том числе и театров мы можем назвать, ну, наверное, там хватит пальцев на руке, чтобы перечислить независимые российские театры, которые системно на протяжении там, многих лет работали бы. При этом государственных театров в России по сегодняшним, ну, последним подсчетам около 700. А, И вот 4 года назад, наверное, отчасти поэтому я приняла приглашение возглавить Государственный театр в Новосибирске. До этого я никогда в жизни как бы не работала в какой-либо институции, иерархии, государственном театре. Я сотрудничала иногда в рамках фестивалей, но никогда не была там сотрудником государственной институции. Это было странное время, особенно первый год в государственной культурной институции. Ну, как бы мне приходилось изучать эти правила с нуля, и я никого не уволила. Это как бы эта институция уже существовала, не я ее создала. Но в первую половину года, за первые полгода моей работы, 6 месяцев, все сотрудники, менеджеры, технические специалисты, то есть административная часть, не актеры, не творческие, сами ушли бесконфликтно. Мне было очень страшно, так как я сама не понимала правил государственной институции и взаимодействия с Министерством культуры. Я всему этому училась. Но таким образом стала возникать постепенно новая команда. И, ну, и как бы параллельно я занималась программированием творческой части театра, да, приглашая разных художников. Это сначала встречало, ну, недоверие, наверное, и протесты какие-то в творческой части театра, но это не переходило в открытые конфликты. И шаг за шагом, мне кажется, мы все изменились, наверное, и стали командой. Надо сказать, что театр в России, ну, как-то, не знаю, строится на разных уровнях, на иерархии, и очень часто у молодых людей, которые обучаются в театральных академиях, да, есть фигура, ну, у всех молодых людей, есть фигура мастера, как бы отца, патриарха, и это проносится через всю следующую профессиональную жизнь. Вот отношение мастер-ученик с таким знанием и с таким видением мироустройства и сотрудничества, как бы приходит молодой актер в театр традиционно. Ну, в нашей институции мне повезло, что все актеры, которые уже работали в театре и продолжают работать, они молодые, никто из них не старше 30 лет. И мне гораздо проще было находить с ними общий язык, как-то меняться, но каких-то признаков вот типичной иерархии мы тоже не избежали. Например, ко мне обращаются все сотрудники по имени-отчеству, а я не ко всем сотрудникам обращаюсь по имени-отчеству. Мне кажется, что это, ну, неправильно, но менять я это как-то не стала.
Когда уже нам удалось построить какую-то совместную работу и общий язык, мы прошли через несколько очень там необычных экспериментов, фестивалей, лабораторий, э, способов делания театра, перформансов, поработали с художниками, приветствующими горизонтальную структуру. Это не до конца возможно в государственном театре, но на некоторых уровнях, на уровне создания и ну, продакшена выпуска театрального спектакля, возможно построить такие именно горизонтальные отношения в команде и их выдерживать. И они очень многому учат не только в профессиональном смысле, но и в личностном. Я наблюдаю, как наши молодые актеры менялись через вот такие нетрадиционные способы создания театрального спектакля. Ну, существуя в Государственном театре в России, ты как руководитель всегда выбираешь между некоторыми компромиссами, и мне казалось, что эти несколько лет мне приходилось идти ну, на какие-то вещи, которые были бы ну, невозможны для меня или для нас эстетически, этически, юридически, там еще как-то. Я, конечно, думаю, что это только потому, что мы не очень большая команда, может быть, не очень важная. Мы можем позволить себе больше свободы и больше рисковать. Ну, могли, по крайней мере, раньше. Ну и опыт последних 2 месяцев, ам, когда ну, случилось 24 февраля, да, все мы об этом знаем, а, ну, ни я, ни мои коллеги, кто-то, как бы мы были в шоке и транслировали свою позицию, кто-то на улицах Новосибирска. Подписывала письма и писала какие-то посты в Фейсбуке. Параллельно в марте у нас должен был состояться фестиваль, который организует театр, всероссийский фестиваль, он называется «1, 2, 3», и один из спектаклей программы, которую составили я вместе с экспертами, театральными критиками из разных городов, был спектакль на украинском языке, на который началось давление. А, Мы ну, обсуждали, когда совместно эту ситуацию с командой, ну, мы сомневались и не понимали, можем ли мы сегодня играть спектакли, насколько это правильно, правильно ли проводить фестиваль и бороться за него. Но мы поняли, что так совпало, что наша программа и фестиваля, и репертуара театра, в общем-то, в них очень много антивоенных спектаклей. И тот контекст, который случился, проявил острее актуальное живое искусство, которое мы делали. То есть, когда в первые дни ты приходишь на спектакль, который создавался в 2020 году, и придумывался ну, совсем в другом контексте, где звучит «свобода умерла», «свобода или порядок». Ну, то есть у нас есть такой перформативный проект, и ты видишь, как реагирует на это зал. Это превращается в живой, нужный сегодня людям здесь разговор, нужный и артистам, и зрителям. И, ну, чуть больше месяца назад меня уволило правительство Новосибирска. Это было совершенно неожиданно для меня. Причины, собственно, не скрывались, что это, да, нельзя быть руководителем государственной институции и открыто выражать свою позицию. После этой встречи я вернулась в театр, и мы собрали команду, поговорили о том, что произошло, и мои коллеги сказали, что, ну, наверное, они уйдут тогда из театра, потому что не понимают, как это продолжать. И оказалось, ну, здесь еще раз как бы мы почувствовали, что, ну, наверное, все-таки важно то, что мы делаем, ну, для нас самих, чтобы сохранить, не знаю, себя для какого-то возможного будущего, для наших зрителей, коллег, журналистов. Вот. И то есть неформально внутри организации мы сегодня существуем как прежде,
да, официальные документы заполняет другой человек, но это тоже как бы коллега-менеджер. В театр там не попали пока, по крайней мере, не назначены Министерством культуры какие-то новые люди, и мы как будто бы продолжаем нормальную жизнь. Ну, единственное, что мой статус в театре — это волонтер, но оказалось, что пока, по крайней мере, я не вижу, что это работало бы, как-то сказывалось на наших отношениях, что внутри, что что-то вот таким образом изменилось. Конечно, мы пересмотрели следующую художественную программу, потому что какие-то планы показались, ну, мягко говоря, неактуальными. Ну, чтобы не врать как бы ни себе, ни зрителю. Но вот сейчас мы живем так.